Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о хостах, ведь сезон уже начался и, возможно, какие-то хосты вы уже присмотрели, чтобы посадить у себя их в саду. Хоста, или иными словами функия, это настоящее украшение тенистого сада. Она любима садоводами за многообразие сортов, окрасок и так далее. Вся прелесть этого растения состоит в листьях. Окраска может быть самая разнообразная: зеленая, голубая, желтая, вариегатные хосты, пестрые и с каймой, медио-вариегатные, зеленая окантовка и так далее. Также хосты отличаются по своему размеру. Я, например, предпочитаю хосты не менее 50 сантиметров. Но различают карликовые до 10 сантиметров, миниатюрные 10-15 сантиметров, маленькие до 25, средние до 50, большие 55-75 и гигантские хосты более 75 сантиметров в диаметре. Также хосты отличаются и по высоте. Хосты очень неприхотливое растение, но все-таки необходимо при посадке выполнить некоторые условия, и тогда она вас будет радовать красивой листвой, красивым цветением и всегда будет опрятно смотреться. Итак, первое условие – это хоста не любит открытых солнечных мест. Лучше выбирать полузатененные места, ажурную тень, иначе из голубой хосты, например, вы можете получить абсолютно зеленую хосту. Совершенно другую, не такую, как вы увидели на картинке. Второе условие – это хоста не любит сквозняков. Создавая хостарий, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы хосте вашей было достаточно комфортно. Хоста не любит застоя воды, хотя почва должна быть вокруг нее достаточно влажной. Хоста также может повреждаться слизнями, поэтому приготовьте специальные препараты или же обычную горчицу молотую для борьбы со слизнями. И также хоста, несмотря на то, что это выносливое растение, все-таки иногда она может повреждаться заболеваниями на хостах. Хоста очень хорошо сочетается с другими растениями, такими как астильба, гейхера, гейхерелла. Вот вы видите, у меня такой хостарий, в котором находятся хосты и находятся посаженные гейхеры и гейхереллы. Очень красивая получилась клумба под деревом. Выигрышно смотрится хоста также на фоне хвойников и на фоне гераний. Очень красиво. Хосту можно использовать в саду для оформления дорожек, но здесь желательно посадить такие хосты, которые бы относились к одному и тому же сорту. Предположим, или только зеленые, или только вариегатные, или только желтые хосты. Кроме того, так как хост огромное большинство, и вы можете создать красивый хостарий из хост, в котором вы можете посадить различные по сортам, различные по окраскам хосты. В любом случае эти растения принесут вам огромное удовольствие и будут украшать ваш сад. Растение очень красиво, поэтому впишется в любую композицию. Хоста универсальна, неприхотлива, холодостойка и засухоустойчива. Поэтому покупайте хосты, высаживайте у себя в саду. Я думаю, что они вас порадуют. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и, конечно же, ставьте палец вверх.